Доброе утро! Я 3 раза за ночь выходил проверять пляж, и тишина. Под утро перед рассветом пришли местные, что говорит о том, что черепахи выходят утром. Сейчас ничего не происходит. Может, они тут раз в неделю, может, они уже больше не будут на этом пляже откладывать яйца. Поэтому двигаю дальше, в каньон Аль-Кхатаум. До него 470 километров. И там, я думаю, переночевать в палатке. Но хочется уже в отеле, потому что жара изматывает. 3 дня в палатке при такой жаре — это очень плохой сон. Ты постоянно мокрый, потный, просыпаешься часто. Плюс постоянное жарище днем 36-38 градусов. И я чувствую, что все, организм измотан. Я сегодня утром встал и чувствую, что я практически такой же уставший, как и вчера вечером, когда ложился спать. И по монгольскому опыту я уже знаю, что это признаки обезвоживания. Так что пару дней надо как-то провести с меньшей нагрузкой, чтобы восстановить организм. Больше соли, больше минералов, надо восстанавливаться. 7 утра уже 33 градуса. И ночью ниже 30 градусов не опускается. И когда ночью заканчивается ветер, в палатке становится тяжело. А еще песок нагревается. Он вроде бы к вечеру остывает, но когда ты ставишь на него палатку, и ветер его перестает охлаждать, он начинает нагреваться. Засовываешь руку под коврик, а там печка. Я за ночь 2 раза переставлял палатку в разные места, потому что нагревается так, и там вообще такая баня, что спать невозможно. Поэтому вот эти 3 дня в палатке — это практически бессонные ночи. Еду и размышляю, что я буду делать, когда приеду домой. Потом думаю, странно, почему-то у меня мысли о доме. Сегодня 15-е, сегодня ровно месяц, как я в путешествии. И обычно через месяц мне уже надоедает путешествие, я начинаю думать о доме там и так далее. И вот оно, прям день в день щелкнуло. Я не скажу, что мне надоело путешествовать, как-то вот это путешествие мне заходит. Наверное, потому что я еду домой, хоть и долгим путем, но каждый километр делает меня ближе к дому. И это накладывает определенное спокойствие тебе на душу. Хотя впереди Ирак, где будет очень сильная беспокойность, но все равно. Блин, меня что-то укусило за шею. На ходу ехал. Сначала врезалось в шею, я думал, что камешек в шею попал. И потом через буквально несколько секунд такой тук, еще один щелчок. И прямо напротив артерии. Не знаю что, никакого жала не нашел, просто покраснение. Меня осы обычно кусают и без каких-то аллергических реакций. Но было как-то укусила пчела, именно вот такую, прямо напротив ветки. И все, пошла аллергия, задыхаться начал. Хотя всю жизнь кусали пчелы, никаких проблем. И потом кусали, тоже никаких проблем не было. А вот одна, то ли она какая-то бешеная была, то ли вот именно потому, что в шею напротив вены, почему это аллергическая реакция пошла. И вот сейчас тоже. Примерно в то же место, и я что-то, начинаю гонять. Что укусило, непонятно, Укус был как удар такой-то. Ту, как будто иголкой ткнули тебя. Посижу немного на этой заправке, это, по крайней мере, маленькая, но какая-то деревня. Вдруг поплохеет. 10 минут, я думаю, она пойдет. Если будет какая-то аллергическая реакция или поплохеет, значит, да. Если через 10 минут нормально все будет. Потому что, может, я психанул и понервничал, но я как-то странно себя чувствую. Да хрен его знает, что укусило, понимаешь? Как в своей стране, в Беларуси, я бы, ну да, там пчела, оса укусила, ничего страшного. Чуть-чуть может какая аллергия быть, хотя у меня не бывает. А здесь не знаю, а что может так укусить. Тем более так вот, как будто взяли иголку и тебя такой тух, я прям почувствовал, как будто это удар, прокол такой. Вроде пока нормально, но самочувствие странное. Будем надеяться, я не сдохну от какого-то укуса. Но место укуса, оно прям болит. Такое красное все воспаленное.
аж мурашки по коже идут от боли. Ну ладно, блин, скорпионы не летают, змеи тоже. Что здесь такое может еще ядовитое летать, кроме пчел? Перекур. Очередная сотня пройдена. О, по такой пустыне можно сколько угодно ездить. Она как бетон. Не знаю, это последствия укуса, но меня так тянуло спать, что я зарулил на заправку, лег в тени и проспал там 1,5 часа. Вроде бы полегчало, потому что вообще глаза сами закрывались. Сложно было вообще картинку воспринимать. Сейчас вроде полегче стало. Обратили внимание, на каких машинах они едут? Одна более-менее дешевая, остальные все премиум класс. Остальные все премиум класса. Это ж какие зарплаты у них должны быть? Что когда трудно найти дешевую машину. Или у них у каждого в огороде небольшая нефтекачка стоит. Да, повезло им, конечно, с места расположения их страны. Черное золото везде под ногами. Все, жарища началась капитально. 38, 39, 40. Вот так вот колеблется. В зависимости от того, в горах ты или на низине. Чаще останавливаюсь, потому что надо привыкать, дальше будет хуже. Намочил термобелье, хорошо стало, как будто кондиционер включили. Минут на 20 хватит прохлады, хоть немного тело остынет. Меня вчерашний каньон и жара так вымотала, что я когда полицейских проезжаю, мне задницу лень оторвать от сиденья. Температура упала до 31, и так хорошо, даже как-то прохладно стало. После 40 в 30 сразу так прохлада чувствуется. Первые красоты уже начинаются. Я приехал к какому-то каньону. Ух, ничего себе, сколько там вниз. Я так думаю, метров 500-600. Пейзажи как в Норвегии, только вот эти вот кусты, только растительность другая. Если растительность убрать, норвежский пейзаж. Видно, очень туристическое место я нашел. Посмотрим, что здесь за вид. О, кстати, тут даже палатку можно поставить. Не знаю, насколько тут будет холодно, но вот ровное место под палатку реально с таким видом. Будет круто. Хотя тут такое, будут весь вечер туристы приезжать.
Зато вон вид какой. Как вариант можно. Такой движняк машин, капец. Одна за одной едет. Прям пробки могут быть даже. Я еду к туристической тропе, но не имею ни малейшего понятия, куда она ведет и далеко ли гулять. Я могу вообще не гулять. Я могу доехать вот докуда все ездят, посмотреть там что-нибудь и все на этом. Зачем мне заставлять себя что-то делать? О, сколько машин. Это что-то, блин. Чувак, хорошо было бы, если бы ты остановился. То мне сейчас нюхать твою пыль. Я его зацепил. Sorry, сэр. Да, как бы пофиг. Меня кофру оторвало. Вот, блин, пластмасски мои поломала. Я уже, кстати, усилил у себя. 2 вот эти ставил. Для удобства. Сломала какую? Нижнюю сломала. А тут что? Выдрала отсюда ремень. Вот эти застежки сломала. Ну да, удар был, блин. Обычно они приспособлены, чтобы я на них падал, а тут именно удар такой. На срыв. У меня запасные фастексы есть. Без этого нижнего пластика можно и так ездить. Пока висит, доеду. Правильно, я рассчитывал, что я на нее буду падать, по ней скользить, но никак не сбивать ее боком. Обычно на нее падаешь, она прижимается к мотоциклу. Нет у нее усилия на смещение в бок. Но, с другой стороны, если сделать эти фастексы более крепкими, то будет отрывать ремни. А так проще возить с собой запасные эти пластиковые фастексы. Оторвало, поставил другие и поехали дальше. Все, я приехал. Отсюда какая-то пешеходная тропа идет. Все, вот эти вот, кого я сбил. Я, получается, за его крыло, наверное, зацепился. Не по скользящей пошел, а именно конкретно за крыло. Как-то, вот так вот удар был, вот туда. И поэтому ее разорвало. Да пофиг, сейчас я все сделаю. Пойти посмотреть, что у него. А у него ничего. Не знаю, по-моему, это даже не мои следы. Вот мой след. Чуть-чуть грязи и все. Ладно, пойду сначала гулять, потом буду разбираться с кофрами. Этот джип, он туристов возит, он их привез. Отвел их туда, чтобы они шли по этой тропе. А сам поехал их забирать там, где вот я с ним примерно зацепился. И мне получается либо идти по этой тропе и возвращаться назад по этой же тропе, либо, как они, вот, идти по тропе до той стоянки и потом по дороге возвращаться сюда. Я сделаю по-другому, без разницы сколько метров. Я иду час туда и потом час назад. Обычно час туда и назад это минут 40 получается. Вот эта привычка идти час в одну сторону, час в другую перекочевала из дайвинга. В дайвинге комфортное время погружения 40 минут. И ты рассчитываешь так, значит 20-25 минут идем туда и потом разворачиваемся и идем обратно. И так в пеших походах то же самое. Я засекаю время, иду час. И вот, в принципе, 2-часовая прогулка, это мне выше крыши. По сути, можно даже, минут 40 идти лучше в одну сторону. Час немного многовато. Даже можно кока-колки холодненькой попить. Берешь сам, оставляешь деньги. Я, конечно, не был в Большом Американском каньоне, но судя по тому, что я видел на видео, их можно поставить в один ряд.
за целый день жары 38-40 градусов. Это так утомляет, что радуешься простым мелочам. То, что я иду в тени. Для меня это уже достопримечательность. Тень. В этой стране солнце прям в зените, в зените. Вообще тени нету нигде. Это надо под сам ствол подъехать, чтобы была тень. А таких мест еще поискать. Вдалеке несколько причудливых пещер. Это чем-то даже лицо напоминает, как будто глаза, нос, рот есть. Где-то вверху еще я видел. О, вообще такой треугольник какой-то странный. И здесь еще. Но до них не дойдешь. Уже пешеходная тропа где-то здесь и заканчивается. По крайней мере, по этому склону я ее не могу найти. А нет, есть она там, точно. Я даже людей на ней нашел. Это просто, блин, такая здоровенная скала, что ты не можешь на ней найти тропу. Я уже думал, что все, что дальше некуда идти. Тропа, оказывается, идет гораздо дальше, чем я думал. Я уже больше километра прошел, и это даже не половина. Большого смысла нету ехать до конца, потому что вот здесь вот я где-то буду ночевать с палаткой. Я буду и так видеть этот вид. Точнее, то, докуда я не дошел. Надо отдохнуть, потому что впереди тяжелый переезд через пустыню. Все, дальше вообще бессмысленно идти, потому что ночевать я буду вот здесь вот. Я там путевую точку поставил. Интересное вкрапление камня, да? Как будто металл изржавел. Как будто его сюда вставили. Интересно, что это за порода такая. Кто-то пытался отбивать, посмотреть, что внутри. Наверное, что-то содержащее металл. Не хватает не только здоровья, но и времени. Уже 5-й час пошел. Пока вернусь, будет начало 6-го. Пока доеду, поставлю палатку, 6 и стемнеет. Все, вот тебе и посидел. Понаблюдал на каньон. Для меня горы как наркотик. Я иду. Думаю, ну вот еще чуть-чуть. Еще вот за этим вот поворотом еще чуть-чуть посмотрю. 1:10 я шел только в одну сторону. А сейчас под горку идти, значит, 1,5 часа назад. А хотела же ведь посидеть, посмотреть со скалы. Хотя какое посидеть? Я иду и понимаю, что у меня все мысли о том, как кофр сделать. Не знаю, что это за растение. Пахнет хлоркой. Ну, точнее, запах в общественном бассейне, в который добавляют хлорку. Вот когда выходишь с него, в самом помещении присутствует такой запах. Я иду и думаю, мне кажется, откуда пахнет хлоркой? Может, мои вещи пахнут хлоркой? Потом я понимаю, что это уже 2-е место. Вчера в каньоне был такой запах. И сегодня. Думаю, вещи мои явно уже хлоркой не могут пахнуть. Оказывается, вот оно что. Но когда близко прям подносишь, не сказать, что запах хлорки. А вот когда возле дерева проходишь, то такой, ну, чем-то напоминает запах вот хлорки. Или для меня запах бассейна. Даже здесь, вот казалось бы, глухая деревенька на 3 дома, а все равно 2 машины в семье, и один из них крузак. Все, поехали ставить палатку и ремонтировать кофр. Поставлю тут на горе, не знаю, может я ночью и пожалею об этом от холода, но зато у меня будет остаток дня с красивым видом. Сейчас 4 часа, ну 2 часа до захода солнца у меня есть, чтобы насладиться видами. Но я думаю, что я на кофр не потрачу много времени. Я вообще его, честно говоря, могу сделать, когда стемнеет в палатке. Я что-то не пойму. Не, это другое. Это где-то рядом, но это другое место. Или тоже я что-то путаю. Ну да, это другое место. Хе-хе-хе. Вон тропинка, по которой я гулял. Ё-моё. Переставляю мотоцикл, потому что я ее уже натянул, обложил конкретными камнями, а палатку все равно сдувает. Она вообще чуть не улетела туда. Я ее чуть догнал. Думаю, что мотоцикл немножко сгладит порывы ветра.
Еще, наверное, надо какими-то камнями усилить, потому что там вообще ее ложило до земли. Потому что вот эта палка, она аж туда вниз ушла, я думал, что ее сломает сейчас. Не, надо еще что-то. Все равно надо камнями низ обкладывать. Потому что если вдруг случится так, что ветер не закончится ночью, ты, блин, спать не будешь. А, я ее сейчас закрою, как обычно делаю. Все, я обычно вот так вот делаю. Закрываю. И сейчас еще камнями обложу больше. Хотя она при этом менее натянута. Вот та вот часть. Обложил капитально и привязал к мотоциклу. Думаю, что не улетит. Вот почему я выбрал именно это место. Потому что тут прям кресло и тут как стол. Я решил начать работу с обеда. Точнее с ужина, потому что уже 6 час. Но обеда у меня как-то не было. Тушенка со вчерашнего вечера целый день проездила в жаре и не испортилась. Если вот ее отварить и сразу же положить в кружку, закрыть, не портится. А вот если я как раньше поел, не доел, и потом то, что не доел, в кружку, на следующий день и утром уже может даже испортиться. Горошек еще месяц ездил со мной. У меня еще 2 банки. И кучу банок тушенки. Я, если еще какого-нибудь путешественника встречу, еще пару банок отдам. За путешествие могу съесть 6 банок. Ну ладно, за 2-месячное путешествие пускай 9. Потом, как минимум, полгода я на нее смотреть не могу. Тушенка у меня всегда это как НЗ. Если мне лень купить что-то в магазине, я не нашел там, тогда тушенка. А так я стараюсь на вечер что-нибудь купить в магазине и это поесть. Залипаю больше вон уральские пельмени смотрю, чем вдаль. А что, это ж картинка не двигается. Она очень быстро надоела. И все, вот поэтому я люблю путешествия на мотоцикле, что быстро меняется картинка. Солнце садится, сразу похолодало. Чувствую, что я пожалею, то, что я остался ночевать на высоте 2000 метров. Хоть и днем было 30 здесь, но уже, наверное, градусов 17, может уже 15. Короче, что отломало? Отломало вот эту вот. Выдернула ремень отсюда. Вот он. Так вот проходил. А почему? Потому что вырвало сначала вот эту вот. Получается, что кофр пошел вот сюда. И его уже ничего не прижимало к рамке. Вот. А этот ремень просто вот тупо начал тянуть в эту сторону. А должен только... Усилие должен был только вот так вот. В эту сторону он держит. А чтобы кофр не отходил от рамки и не выламывал этот ремень, вот этот вот служит. Ну, то есть я не рассчитывал вообще на то, что в этот кофр будет удар вот такой вот. Ну, на отрыв точнее. В будущем, конечно, этот пластик я, наверное, переделаю. Хотя, как бы, это не проблема. Таких вот падений, это раз. А сколько я нападал с этими кофрами? Раз 20, может, уже. Пока что 3-ю версию делать не буду. Пока только это. И она есть в продаже. Если кому надо, пишите. Сделаю и для вас. Вот и все, справился еще засветло. 2 болта туда и сюда поставил. Вот теперь уже точно никуда не вырвет. А вот эту часть запаяю потом, когда будет электричество, когда смогу паяльник подключить. Хотя она, в общем-то, не нужна. Держится все равно вот на этих ремнях. Это только для удобства крепления. Фастексы вот эти вот. Ну, их получается, что вот эту перегородку выломало. Я как-то думал, чтобы крепче их сделать. Но если ты их сделаешь крепче, будет вырывать ремень. Так что проще возить с собой несколько запасных фастексов, чем потом пришивать ремень. Пускай это будет слабое место. Это слабое место легко заменить. Радость того, что я отремонтировал кофры, пропала тогда, когда я решил подойти к мотоциклу и повесить сюда кофр. Оказывается, здесь нет коробки, в которой лежал насос и латки, чтобы ремонтировать камеру. Теперь, если
у меня пробьет колесо, мне даже накачать нечем будет. Не говоря уже о том, что отремонтировать. Ну, благо у меня есть 2 запасные камеры, которые тоже лежали тут, но я потом их перевесил в другое место, потому что они не сильно туда помещались. А коробка эта, она, получается, вставлялась вот так вот и фиксировалась кофрой. То есть одеваешь кофру сюда, и все, она никуда не денется. Вот ее крепление. А доставал я ее отсюда. Крепление это отгибал, вот отсюда доставал, вставлял. Хоба! А когда я ездил без кофр, я ее крепил вот так вот под эту резинку вставлял. И резинка ее держала. Но так как у меня все время кофры, я решил, что мне мучиться, сюда я ее вечно вставляю. Резинку эту еще туда вставлять. И так нормально. Кто ж знал, что я оторву кофр и не замечу этого. Я, конечно, везде там проехал уже, по обочине проехал. Но уже, правда, темнело, когда я поехал. Ничего не нашел. Завтра еще раз проеду, попробую, доеду до конца, спрошу у местных, может кто-нибудь отвез туда. Хотя вряд ли. Если бы они отвезли туда эту коробку, то они бы и положили ее на самом видном месте где-нибудь. Завтра у меня в планах найти насос и лапки, которыми клеить камеру. Что за наваждение, слушай, с этим насосом? Когда в Индию ехал вот в этом путешествии, сломался насос. А когда обратно, потерялся. Блин, лучше бы я заметил это утром, реально. Вот сейчас ночь будешь спать и думать об этом насосе. Хотя как бы проблема решаема, но найду я этот насос. Для чего-то это нужно судьбе. Только я еще не знаю для чего. Хочется верить, что для чего-то хорошего. Или для того, чтобы предотвратить что-то плохое. Короче, спать ложусь с хреновым настроением. Ладно, все, спать, короче. Доброе утро! Ну какие могут быть у меня планы на сегодня, если я вчера потерял насос и ремкомплект для ремонта шин? Задача только одна. Еду в ближайший крупный город, 120 километров отсюда. Я нашел там авторазборку и надеюсь купить насос для подкачки шин заводской, который идет в комплектах у машин. В прошлый раз у меня такой и был. Я его покупал именно на авторазборке от какой-то машины. Сегодня я еще раз сделаю один заход по этой дороге. Вдруг я вечером проехал и не заметил этот насос. Все, доехал я до самого конца. Ничего тут нигде нету. Если бы кто-то привез ее сюда, я думаю, они бы положили, допустим, там, где торговцы на прилавке. То, чем торгуют там торговцы, всякие камешки, какие-то браслетики. Оно все так на ночь и осталось там. Ничего они с собой не убирают. Тут ничего не крадут. Но мою вещь кто-то решил подобрать себе. Для успокоения души я чувствую, проехал по этой дороге. Я и так понимал, что столько народу проехало здесь. По-любому это кто-то подобрал. Настроения нет вообще никакого. Пока я не куплю насос и латки, скорее всего, я буду ехать с таким настроением. У меня еще подошло время поменять масло. Я проехал почти 10 тысяч. Раз так уж вышло, что я тут буду ездить по автосервисам и автомагазинам искать насосы и латки, то заодно я и масло поменяю и останусь в этом городе ночевать. А уже утром поеду на границу. И там хрен знает сколько километров, может под 1000 километров пустыни. А больше, на самом деле, больше. От этого Ирбиня и начинается пустыня. Уже по Саудовской Аравии тоже пустыня, без каких-либо городов. Но есть пару а-ля населенных пунктов, ну просто какое-то место с названием, там какие-то 3 дома стоят, и на карте написано, что там есть заправка. Так что теоретически я дотяну, но стоит взять с собой дополнительный бензин. Я поменяю масло, у меня освободится канистра, я залью туда бензин, может еще в Киеве 1,5 наберу. Есть какой-то другой путь, но более дальний. У местных спросил, это на Ибре дорога? Говорит, да. Ну, блин, 88 километров. Бензина хватает. Времени тоже. Вообще усталость не прошла. Что-то, блин, не так с организмом. В Монголии перед тепловым ударом я себя чувствовал точно так же. Я плохо спал, утром я вставал
уже уставший. И сейчас та же история повторяется. А впереди пустыня с 40-градусной жарой. Безлюдная. Вот она, дорога для путешествий. Вот такая она должна быть. Наслаждаюсь. Живу в этом моменте, здесь и сейчас. В один дом место под 4 машины. Пару джипов, пару легковых. У них машины есть разные на разные случаи жизни. Сегодня мне нужен джип, завтра легковая. Я еще думаю, сегодня воскресенье. Вопрос, работает эта разборка или нет. В интернете написано, что работает. Якобы уже открылась. С 7:30 работает. Как ни странно, здесь не оказалось такого насоса, но вот человек, этот хозяин этой разборки, отвезет меня туда, где есть видео, окей? Сказал, что отвезет меня туда, где есть такой насос. И на картинке показал, и в переводчике перевел, что оно лежит вместе с запасным колесом. Он пошел у работяг, поспрашивал, те говорит, нету таких. Судя по всему, тоже нет. Я уже думаю, вообще они хоть правильно меня понимают, что мне надо или нет. Следующий магазин. Вообще странно, почему? Они в основном все на Тойотах ездят. И эти насосы, как правило, лежат в багажниках Тойота. Я ему объясняю, что он в багажнике лежит. Говорит, там нету. Следующий магазин тоже нет. 4 магазина, и все безрезультатно. И я ему уже объяснил, он точно понял, что они лежат в багажниках. Он сказал, что я не нахожу их в багажнике машины, потому что они очень дорого стоят. Он говорит, ни в каких багажниках я эти насосы не встречал. 2 раза мне это ответил. Поэтому пытаемся найти хоть какой-нибудь насос. С насосом реальная проблема. Мы приехали, где ремонтируют мотоциклы. По крайней мере, я здесь куплю клей и латки. Видео? Видео, я. Не знаю, насколько они хороши. Штук 7 я возьму. И клей. Останется найти где-то наждачку. 5 штук маленькие для велосипеда, но они такие мягкие-мягкие. У меня, кстати, клей когда-то был такой. Я им байдарки клеил такими же латками и нормально работал. Ой, ну что, мы объехали уже, наверное, 7, наверное, магазинов. Он сказал, сейчас поедем в последний. Если там нет, то извините, я не знаю, чем вам помочь. Ну, хорошо, что и на этом помог, я не знаю. Тогда придется, может, ручной какой-то покупать. Хрен его знает. Он сказал, я тебе могу показать, где находится авторынок, где ты его найдешь. Так что сейчас едем, наверное, к мотоциклу, и он мне покажет, где находится этот рынок. Так, похоже, он решил все-таки еще одно место какое-то посетить. Я не знаю, что тут может быть. Как здесь может быть компрессор. Сейчас он, наверное, найдет помпу, которая матрасы надувает. Обычная только есть. А этим вряд ли я накачаю колесо. Это для детских велосипедов, скорее для матрасов.
На худой конец придется покупать ручной. Я ему перевел на переводчике, он английский не знает. Что спасибо вам большое. Да, английский он не знает, поэтому я перевожу ему на его язык. Ладно, все, поехал я дальше искать. Сказал, что дал мне координаты большого супермаркета, сказал, что там ты его найдешь. Ну, посмотрим. Сначала насос, потом все остальное. Поехали в супермаркет. О, все, уже 40. Я, конечно, сомневаюсь в том, что я найду в супермаркете насос. Но я привык, что у нас машины на разборку идут из Германии. Немцы всегда отдают машины в таком виде, в котором они есть. А тут на разборку идут местные машины. И местные, похоже, забирают из них все самое ценное. Отдают только машину. Поэтому он и не видел никогда такого насоса. Почему-то перестал работать микрофон в GoPro. Какой-то глюк у него произошел. Придется озвучить. Гипермаркеты в Омане устроены точно так же, как и наши. Поэтому я довольно быстро нашел место расположения насоса. И даже успел обрадоваться тому, что он такой массивный, большой. Думаю, ну вот, будет хорошая производительность у него. Я нашел в магазине контейнеры разные. Причем прикольно, он даже с нержавейки. Закрывается очень плотно на резинке. Так что вот этот по размеру может чуть-чуть больше, чем мой. Есть вероятность, конечно, он туда не войдет, то это будет проблема. А так насос и все это барахло, как у меня там лежало, все войдет. Пришел на стоянку, что я там говорил, не помню, но, судя по всему, просто хвастался покупками. Наконец-то я нашел привычную для себя еду в магазине. Это была курица с рисом, салат, сосиски и хлеб. Ну и, конечно же, куда без молочки. Кефира я набрал тоже. Все, как тут и было. Прям один в один, как тот по размеру. Потеря восстановлена. Тут же решил проверить его производительность. И прямо здесь я уже начал огорчаться, что купил какую-то ерунду. Качал он это колесо очень долго. Зато в контейнер лег как родной, еще даже место осталось. Потому что здесь было намного больше вещей, чем я пополнил. Там были суперклей, холодная сварка, жидкая латка для склейки ПВХ. Теперь поехали менять масло. Мне, конечно, в обратную сторону надо ехать, в город, в гостиницу. Но вернусь я назад 5 километров, где был к авторазборке. Там точно я видел в 3 местах центр замены масла. Самая дешевая гостиница, которую я нашел через Booking, $35. Вообще тут все дорого. Даже этот металлический контейнер стоит больше $10. Что-то около 15, я точно не помню, какая там цена была. То есть в магазин сходил, почти ничего не взял, $50. Оба, улетело. Вот этот вот похоже на то, что он делает тут. Ну тоже в принципе. Салам. Change motor oil. Окей? Не хочет заморачиваться, потому что я сказал, что я сам поменяю. Я не хочу, чтобы он менял. Сейчас я поеду туда, где я видел. Салам. Change motor oil. Okay? Yeah. Okay. Thank you. Ну что, я уже слил, разборку не записала GoPro-шка. Ну что, масло чистейшее, я бы сказал. Оно до сих пор красное, цвет не потеряло. На запах тоже нормально. Никакой горелости нету. Ну что, может и ничего такое, это масло. Я все время iPhone лил, а этот раз Матюль 20В50. Говорю по-русски, кота зовут Кыс-Кыс-Кыс. По-бангладешски Берал-Берал. Берал-Берал? Bilal. Как? Bilal, Бангладеш. Бераль-Бераль. У меня масло почти 5 литров, а надо залить только 4. Масляный фильтр я не меняю. Ну, он по мануалу меняется каждые 24 тысячи, потому что интервал замены масла 12, но я меняю через 10. Я вам скажу, что я 2 раза открывал этот фильтр, разрезал его, разрывал.
Там нечего фильтровать, там нечего менять. Он чистый, нету ни стружки, ни какой-то забитости. Фильтр как фильтр. То есть 24 тысячи, я считаю, это нормально. Да тут и масло он сливаешь почти такое же по цвету, как и заливаешь. Потому что я ж не в городском цикле его эксплуатирую. У меня 90% трасса. То если в городском цикле, так стоит и каждые 5 тысяч менять. А по трассе, да, реально, наверное, можно и 12 наезжать. Ни одного драхма не захотел брать. Вообще, я его сколько не уговаривал, возьми, пожалуйста, хотя бы один. Нет. Спасибо. Спасибо. Thank you. Goodbye. Goodbye. Не, ну я понимаю, что это я сам себе поменял масло, но сам факт, я же ведь воспользовался его мастерской, емкостью для слива масла. Могли бы хоть сколько-то взять. Тенек. Надо забронировать отель через букинг. Можно и так поехать, но просто у меня скидка. У меня уже скидка какой-то там гениус второго уровня прям. Я уже на втором уровне, короче, нахожусь. До 20% иногда доходит скидка. Насос купил, масло поменял, слегка перекусил. Ну как слегка? Кефирчика просто попил, потому что решил не раздражать местное население и не обедать на парковке. Потерплю уже до отеля. И жизнь стала налаживаться. Настроение уже нормальное. Не то чтобы эйфория, но день удался, так скажем. Номера есть, бронь подтверждена. Только вот проблема. Карточки они не принимают, только наличные. Но это уже их проблемы. Они говорят, нет, долларами не берем. Ну, что-то сказала, что ее друг вечером приедет и разберется. Что это значит, я не знаю. Может, даст по морде мне? Что значит разберется ее друг? Фу, хорошо. Такой вот номерочек. Ничего особенного. Ну, все чинно, благородно. Все, сегодня банно-прачечный день. Помыться, постираться. И если хватит времени отдохнуть, то отдохну. Вот что я купил в гипермаркете. Нога куриная, бедро точнее, рис, салат. И я пробую молочку. Вот это вот айран местный. Такой очень похож на иранский. А вот это вот один в один наш кефир. Я уже много чего перепробовал, каждый раз захожу, беру что-нибудь разное. Вчера айрана просто за вечер 2,5 литра. Купил, думаю, ой, на 2 дня хватит. Даже до конца вечера не хватило. Не знаю, мне так заходит их молочка. Молока еще, с молоком ни разу не столкнулся. Всегда это что-то кисломолочная смесь какая-то. Вроде как она и не сильно нужна, только для удобства монтажа. Но раз есть время, то я ее сделаю. Сейчас нарежу вот таких вот квадратиков из сеточки, вот из этой. И буду ее впаивать вот сюда. Вот. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Все, будет армированная. А я думал уже, что купленный мой паяльник где-то в Армении больше не пригодится. Думаю, как только купишь, так сразу будешь возить его вечно. И больше он не понадобится. А нет, понадобился. Швейцарский нож снова в деле. Без этого ножа я себе вообще не представляю. Каждый день им пользуюсь. Сейчас пожарных вызовут. Скажут, гори, отель. Ну, паяется он так себе, этот пластик. Как бы я бы сказал, слегка горит. Не очень будет держаться, значит. Я его сюда сейчас очень густо впаяю, эту сетку. Держать будет. Это нижнее крепление служит только для удобства монтажа. Потом я ремни натягиваю, и оно уже перестает висеть на этом пластике. Ну да, вообще все горит, и все на этом. Не хочет он напаяться. Впаял всю сетку, что есть, с 2 сторон. По-моему, так нехило оно так держит. Коряво так. Да потому что он горит, а не плавится. Решил разобрать насос, посмотреть, куда тут можно кнопку включения вставить. Ой, блин, это что-то. Что это? Зачем вот этому вот такой корпус? И главное, вот такому вот поршеньку малюпусенькому.
Ой, блин. Это вот то же самое, что у меня было, когда я ехал только в Индию. Маленький насос, поршенек 1 к 1. Проработал он буквально 10 накачек, и все. Разница, вот такой вот поршенек, а там у меня был вот такой вот поршень. Блин, в 3 раза толще и больше вот так вот, в высоту даже. Это с этим, короче, с давлением уже не поиграешь. Если спустишь, где будет очень долго качать и очень быстро умрет. Вот к чему эта бутафория? Зачем здесь столько места? Буду посматривать, если где-нибудь подвернется что-то лучше, куплю. Нет, значит, будем как-то жить с этим. Это что-то, блин.